Девчонки, всем привет! Сегодня мы с вами будем опять краситься. И не просто краситься, а наконец-то моей палеткой от Наташи Деноны. Юка, неважно. Она наконец-то до меня доехала. Я очень долго ее ждала. И вот наконец-то она моя. Вот так выглядит сама палетка. Я думаю, интересующиеся уже много раз ее видели в различных обзорах. И вот наконец-то она доехала до меня, не без приключений. И забегая вперед, я хочу сказать, что у меня уже есть несколько вопросов к этой палетке. Точнее, даже не к самой палетке, а к Наташе Деноне. И при том, что я ей еще даже не красилась. Так что дальше мы посмотрим, как оно будет. Но вообще, вот так вот она выглядит. Очень красивая. Soft-touch упаковка. Внутри, я думаю, все уже видели. Мое впечатление о покупке было немножко смазанным. Я очень долго ждала ее в турецкой Сефоре. Приобрела я ее, кстати, за $59. Уточню цены все вот где-нибудь в уголочке. В евро и в рублях, если что-то не точно указала, она там появилась и стоила изначально дешевле на 15%. Без скидки просто почему-то была такая цена. Я приобрела ее за $59. Вообще она стоит, по-моему, $69. И мне она очень долго ехала, ее очень долго мне отгружали, и транспортная всяческим образом пыталась мне ее не доставить. И вот вчера просто мы выцарапали эту посылку наконец-то, и она у меня, и палетка приехала мне подбитая. Мне приехал подбитый оттенок Plantasia. Я его подпрессовала, но все равно это немножко испортило впечатление. Я просто прикинула, что если я сейчас начну разбираться с Сефорой, с транспортной, то еще, если учитывая все трудности перевода, да, это все затянется. По такой цене привлекательной я ее не скоро смогу приобрести. Я решила просто подпрессовать рефил. Это первое, вот, то есть, что меня смутило. А в самом продукте... Вы знаете, как бы я не хотела эту палетку, как бы она мне не нравилась, когда я ее вчера открыла, я растерялась. Серьезно. У меня возникло такое беспокойство, связанное с тем, что я просто не знаю, за что браться и с чего начать. Я приложу сюда сейчас свотчи оттенков из этой палетки. Это первая моя средняя палетка. До этого у меня не было такого формата, ни средних, ни больших. В основном у меня большие пятерки и маленькие пятерки. Их я люблю у Наташи. Среднего формата у меня еще не было. И связано это как раз с тем, что мне постоянно что-то не устраивало в подборке цветов. Яка мне понравилась. И это моя первая палетка. И давайте краситься. В общем, очень долгое вступление. Извиняюсь. Сегодня у нас будет 3 макияжа. Как обычно я делаю с новыми палетками. На одном глазу, на втором глазу и потом финальный образ. Если честно, я думала, какие макияжи с ней сделать, и у меня в голове столько вариаций, но я хочу вам напомнить, что я не визажист, и все эти макияжи, они не будут особо творческими и особо фантазийными. Это будет что-то очень носибельное чисто для меня. Возможно, где-то с яркими акцентами, но без перебора, на мой вкус. Я надеюсь, что вам макияжи понравятся. Давайте начинать. Нанесла для глаз базу от Urban Decay. Давайте смотреть, что же мы будем наносить. Первый макияж я хочу сделать максимально коричневый, максимально нюдовый, скажем так. И планирую использовать оттенок Valley, оттенок Flex, вот этот вот красивущий холодный шиммер Elysian, вот так. Пока даже не особо и рыжий, мне кажется, ну только вот этот вот оттенок, естественно. В уголок глаза я хочу акцентом нанести оттенок Каму Каму. Вот так. По-моему, красивое сочетание. Ну и на всякий случай второй шиммер. Но если не в уголок глаза, то на нижнее веко. Это будет оттенок Ray. Вот он. Такой вот оттеночек Ray. Вот такие вот оттенки первого макияжа. Беру оттенок Valley.
Краситься буду в неон от Huda. И на неприпудренную базу попробуем сделать форму им. Вообще, матовые тени от Наташи Денона для меня это пока самая комфортная формула в моей коллекции. Просто все. Оно стушевалось, что называется. Это для меня сейчас сойдет за такой растушевочный, тепленький цвет, песочный. Я думаю, все. Блин, матовые от Денона это, конечно, что-то. Так, поехали дальше. Беру вот такую кисточку. Набрала оттенок Flex. Кстати, мне не показалось, что этот оттенок шибко-то уж пигментированный, судя по сводчам. Сейчас проверим. Нет, он пигментированный. Он пигментированный и темненький. И на неприпудренной базе даже я бы сказала, что вот мне его прям надо подтушевать получше. Давайте закончим на этом. Что я хочу сказать, я слишком много бахнула темного коричневого оттенка, и, соответственно, у меня сильно получилась оттянутая тушевка. Я такое не очень люблю, ну ладно. Вот так вот выглядит тушевка. Давайте сделаем нижнее веко. Вот такая тушевка получилась. И давайте переходить к блестяшкам. Блестяшка у меня будет Elysian. Очень красивый, серебристый такой цвет, стальной, с теплинкой небольшой. Подтушую его. Сейчас получается что-то даже типа смоки. Хочу нанести оттенок Каму-Каму. Мне кажется, для Каму-Каму нужна вот такая вот жесткая, плотно добитая кисточка. Вот сюда вот на нижнее веко хочу нанести блестяшку Ray. Все, в принципе, макияж тенями готов. Я сейчас добавлю карандаши, добавлю тушь и вернусь к вам. Кстати, по поводу осыпашек немножко есть, но сейчас я это все буду убирать. И вот так выглядит первый макияж, и мне он очень нравится. Давайте смотреть поближе. По качеству. Немножко были у меня затруднения с растушевкой темного коричневого оттенка. Он грязноват и немножко осыпался под глаза. Он пигментированный, несмотря на то, что на сводче он не выдает такую хорошую пигментацию. Оттенок зеленый Каму-Каму очень приятно лег без подложки. Мне такая интенсивность цвета абсолютно зайдет и устроит. Получается очень красивый серебряный вот этот вот стальной шиммер. Вот этот вот оттенок, который Ray, абсолютно посредственный оттенок желтого золота. Мне он меньше всего нравится в палетке пока что. В целом мне нравится, какое сочетание дает Наташа, какую концепцию дает Наташа в палетке. То есть можно получить какое-то очень смелое цветовое решение, которое вместе будет смотреться гармонично. То есть, например, сочетание холодного стального вот этого шиммера, теплой при этом тушевки
И вот такого зеленого акцента дало одновременно яркий и в то же время носибельный макияж. Вот этот макияж мне очень нравится. Мне вообще нравятся акценты зеленым цветом. По-моему, очень красиво. Ну и давайте делать второй макияж. Сегодня я постараюсь использовать все оттенки в палетке. Ну, посмотрим, как пойдет. Второй макияж я хочу сделать в таком цвете зеленым, задействовав вот эти вот оттенки. Дело в том, что здесь в палетке есть шиммер Макия, который просто потрясающий. Он обалденный. Он отдает в зеленое золото, а база у него как раз-таки схожа с вот этими двумя зелеными оттенками. Вот видите? Он на холодной серо-зеленой подложке. Ну, либо это такой дуохром. Это очень красивый оттенок, видите? Господи, спасибо Наташе за матовое зеркало, иначе бы, конечно, я тут насветила сейчас вам. И я хочу задействовать, в общем, вот этот вот оттенок Макия на все подвижное веко. И, соответственно, чтобы он больше проявил себя, его круто было бы обрамить вот такой же зеленой базой. Поэтому я буду задействовать вот эти два зеленых оттенка. Осталось решить с оттенком для растушевки. Давайте выберем между типу или акацией. Где какой? Просто. Вообще, эта палетка, она, конечно, меня, во всяком случае, заставляет быть аккуратной, скажем так. То есть я с ней, очевидно, осторожничаю. Боюсь смешивать какие-то цвета, боюсь именно сделать грязь и синяк, потому что, ну, сложные оттенки. Ассоциируется у меня эта палетка с саванной. Так, это была Acacia, Cream to Powder Calathea. Давайте добавим зеленый оттенок Willow на вот этот вот оттенок Cream to Powder. И, наверное, хватит, а то можно до бесконечности этим заниматься. На нижнем веке я, наверное, обойдусь без акации, а сразу добавлю два зеленых оттенка. Оттенок Cream to Powder. Он теплее, чем Willow. И не такой глубокий. Наносится таким, вуалькой такой наносится. А вот затем, когда берешь Willow и наслаиваешь на Cream to Powder, то получается очень плотный такой цвет зеленки. В общем, форма получилась такая. Ну, спорненько, не так просто. Оттенки не самые простые. Сразу хочу сказать, пока помню, вот этот оттенок, в нем больше голубого, синего. Он холодный. И вывести его вот в эти все оттенки гармонично можно через вот этот Cream to Powder. Этот Cream to Powder оттенок, который Calathea, он более теплый. И, соответственно, что я сделала, да? Я нанесла сначала акацию, потом нанесла Calathea. Видите, какой он вообще на пальце практически. Мне прям давить на него надо, чтобы набрался. А потом на Calathea я набила Willow. И вот этот переход
смотрится вот так. Здесь опять вылезло мое пигментное пятнышко, я его, может, потом консилером попробую убрать. Ну, как-то так. Ну и вся эта чудесная форма делалась для вот этого красивущего оттенка блестящего макия. Давайте наносить. Обычно, если я вижу в каком-то шиммере потенциал с переливом, с каким-то, я стараюсь уделить ему максимальную площадь на веке, чтобы он раскрылся. И вот с макией я хочу так поступить, то есть это будет такой сольный выход, скажем так. Опять беру вот этот вот бочонок с темно-зеленым оттенком, подтушевываю. В уголочек глаза я хочу нанести вот этот вот блестящий оттенок Камареби. Камареби очень красивый оттенок. Вот так выглядит макияж тенями. Сейчас я добавлю карандаши, туши, подчищу консилером, тут добавлю в уголочке глаза, вот тут попытаюсь убрать пигментное пятнышко и вернусь к вам. Итак, давайте смотреть второй макияж. Давайте про него поговорим. В принципе, макияж меня устраивает. В зеркало, когда я смотрю, тушевка идеальная. Видимо, кольцевая лампа выбивает все недостатки. И я вижу, что на камеру тушевка, что здесь, она, ну, не идеальная. Ну, не идеальная. Но оттенки сложные, и, в принципе, я говорю, что в жизни все смотрится прекрасно. Мне нравятся оба макияжа. Не знаю, мне кажется, они оба мне идут. Не возникает у меня такого ощущения, что они сидят инородно от внешности. Я боялась такого эффекта. В принципе, все замечательно. Единственное, что, откровенно говоря, в жизни вот такой макияж я бы, скорее всего, не делала. То есть, скорее всего, в жизни на будущее я буду знать, что зеленый оттенок я буду, скорее всего, использовать как растушевочную стрелку. Просто потому что, ну, для меня это слишком много драмы. Но макияж красивый, он мне нравится. И вот этот вот шиммер потрясающий с вот зеленым шифтом, зелено-синим, очень красивый. Мне нравится, как с глазами смотрится, как на лице вообще. То есть мне очень нравится. Все здорово. Напишите, как вам. Как вы считаете, глушит ли мой родной зеленый цвет глаз зеленые вот эти оттенки? Потому что некоторые зеленые оттенки подчеркивают мои глаза, а некоторые, наоборот, делают их более серыми. Ну, а я пойду смою эти два макияжа и подготовлю лицо, и будем делать уже финальный третий макияж. Лицо готово. Я готова делать третий макияж. Кстати, на губах у меня вот этот бальзам от Golden Rose в первом оттенке. Очень приятный цвет. Хорошая бальзамная помада по первому впечатлению. Сейчас как раз, пока буду краситься, посмотрим, как она будет носиться. Наносила ее вместе с карандашом. И третий макияж у меня будет рыженький. У меня осталось всего несколько оттенков, которые я не использовала. Господи, неудобно ее держать. Вот этот оттенок фуши. Вот этот вот иксия оттенок. Я очень хочу нанести на все подвижное веко вот этот вот дуохромчик Плантейжа. Ну, а дальше посмотрим. И что у меня останется еще от неиспользованного? И вот этот еще останется. Ну, сразу три вот таких оттенка я, скорее всего, не намешаю в макияже. Или, может быть, в уголок глаза его нанесу. Сейчас я набрала оттенок фуши, и он Cream to Powder.
немного такой апельсинчик на глазах. В складочку добавляем оттенок Иксия. И здравствуйте. Иксия немножко темнее, чем казалось, и чуть-чуть подзалипла на Cream to Powder оттенке. Понятно. Работаем с чем есть. Ну вот как-то так. Мне кажется, что во внешний уголок глаза можно еще добавить вот этот коричневый валий. Он, кстати, пылит, между прочим. Чтобы немножко вот здесь вот прямо углубить. Чуть-чуть. И нижнее веко я сделаю двумя оттенками. Иксия и валий. Вот такая форма. Что-то очень рыжее. Но я думаю, что такая рыженькая форма чудесно подойдет вот под этот оттенок Плантейжа, потому что у него как раз такая рыженькая база. То есть она тепло-розовая. Он очень интересный. Давайте, наверное, его нанесем. Единственное, что у меня остался один оттенок незадействованный. Это вот этот, по-моему, вот этот оттенок цитрин. Ой, я не знаю, наносить его в уголок глаза или нет. Давайте нанесем. Ну, мы же тут пробуем палетку. Ну, получится некрасиво. Ну и ладно. Бахну сверху блестяшку. Напомню, базы у меня сейчас тени нету на глазах. Он недостаточно светлый для внутреннего уголка глаза. Но я туда, наверное, сейчас немножко добавлю капельку оттенка Каму-Каму. Вот, и теперь прямо вот на эту точечку, уголочек глаза, наберем Каму-Каму. Угу. Каму-Каму посыпался под глазки. Ну, вот как-то так. Угу. И теперь давайте наносить Плантейжу. Единственное, что я вот думаю, добавить ли клей для глиттера от NYX. Давайте, наверное, добавим. Клей нанесла. Наконец-то давайте оттенок Плантация на все подвижное веко. Ох, какой красивый. Жалко, что именно он у меня и побился. Готово. Сейчас доделаю макияж и вернусь к вам. И, в принципе, я готова вам рассказать о своем мнении и впечатлениях по поводу палетки Яка. И на самом деле мне много есть что сказать.
Хочу сразу сказать, мне эта палетка понравилась. Я довольна, что ее приобрела. Я довольна, что она у меня есть в коллекции. Мне нравится цветовая гамма, и по моему субъективному представлению, эта цветовая гамма мне подходит. Она не сидит как-то отдельно у меня от внешности, а в принципе просто дает какие-то яркие, приятные образы. Так что палетка мне очень нравится. Но давайте все-таки обговорим нюансы. Во-первых, сразу же после того, как я ее открыла, чисто такой субъективный момент, мне захотелось переставить рефилы. Почему-то мне такая постановка рефилов дает какое-то ощущение беспокойства. Я не знаю, к чему подступиться. Скорее всего, я переставлю тут рефилы после данного видео, и уже покажу вам, сниму, если тут у меня это получится, я сниму и ставлю вам кадры того, как сейчас выглядит моя палетка и комфортно ли мне так ей будет пользоваться в дальнейшем. Я потом вам скажу, но данный разброс оттенков, он мне немножко некомфортен, потому что на глазах оттенки, они не всегда такие же, как в рефилах. И когда пробуешь их первый раз, первый, второй, третий, да, пока не запомнишь, как они себя ведут на глазу, дискомфорт какой-то. Это чисто субъективный момент, вообще наименее важный. Далее, что сразу у меня, какие вопросы? Во-первых, вопросы не к качеству теней, я скажу, что качество мне понравилось. Вопросы к компоновке. И это вот как раз тот момент, почему это моя первая средняя палетка. Почему-то все время у меня какие-то вопросы к Наташе, почему-то я все время больше с нее требую, нежели с той же Худы там или с Том Форда, просто потому что, блин, она визажист, хочется от нее какой-то логики, какой-то продуманности. И почему-то пятерки меня ее больше устраивают. У меня вопрос. Вот есть в палетке оттенок Типу и оттенок Акейжа. Зачем? Зачем складывать в палетку на 15 рефилов, которая стоит $70, складывать два одинаковых оттенка? Вы скажете, что они отличаются? Ну да, может быть, они и отличаются на свотчах. И то, и то. На глазу это будет два одинаковых оттенка. Формулы у них одинаковые. Я бы еще поняла, если это был оттенок Cream to Powder и обычный. Нет, это два одинаковых оттенка. Зачем они здесь, я не понимаю и считаю это упущением. Это первый для меня недочет. Второй недочет. И он для меня очень важный. Дело в том, что до этого средние палетки от Denon я также не покупала, потому что там были сатины. Мне сатины от Denon, грубо говоря, нафиг не упали, потому что сатинов у меня и так полно, и мне они не интересуют. И здесь всего в палетке 5 сияшек. И среди этих 5 сияшек есть оттенок Рей. Ой, господи. Это просто желтое золото. Я считаю, что это просто кощунство складывать в палетку недешевую вот такой посредственный шиммер. Я даже не знаю, что это. Сатин, металлик, сатин, наверное. Он неприменимый. Он неинтересный. В коллекции любой девушки, которая интересуется тенями, у которой больше 10 палеток, я уверена, такой оттенок уже есть. Поэтому для меня именно подбор оттенков непонятен. По поводу этого оттенка, по моему личному субъективному мнению, сюда нужен светлый шиммер. Спаркл, очень блестящий оттенок в уголок глаза и в качестве акцента. Я не буду настаивать на своей экспертности, но вот у меня есть палетка Huda Neon. И здесь посередине включен просто потрясающий спаркл. Он светлый, с зелеными блестками. Он, конечно, такой топпер, но он прекрасно дополняет данную палетку от Huda. И мне кажется, что вот тут, может быть, не такой белый, может быть, по золотее, но такой спаркл бы пригодился.
именно с зелеными, лимонными или золотыми блестками. Это был бы прекрасный акцент. Вот вместо вот этого вот убогого оттенка. Мне он вообще не понравился. И третий недочет лично для меня. Это вот этот вот оттенок Plantage. Очень красивый. Вообще здесь самые красивые для меня оттенки — это, естественно, блестяшки. Их тут 4. И вот среди них 2 любимых. Вот этот вот оттенок с таким тиловым шрифтом, да, с тиловой базой. И вот этот вот Acacia. Это очень красивый оттенок. Потрясающий. Если бы не одно «но». Я думаю, я буду не первым блогером, кто это скажет, но извините, это 2 идентичных оттенка. Единственное, что в мини-пастел есть еще голубые блестки, голубо-зеленые, и, соответственно, такой немножко прохладный голубоватый шрифт. Но, ну, алло. То есть получается, что предыдущий запуск Наташи, пастел, имел в себе прекрасный, потрясающий спаркл в составе, и следующая палетка, которая выходит, содержит идентичный оттенок. Я считаю, что это недостаток. Я считаю, что это недоработка. Я просто не хочу сказать халтура, потому что сказать халтура про Наташу Денону — это, не знаю, как плевок в лицо, наверное. Но по сути, я считаю, то есть, понимаете, если отвлечься от всего этого, да, палетка хорошая, она очень блестящая, она в потрясающей такой какой-то гамме песочной, такой гаммы саванны, она вся такая желто-зеленая, какая-то не очень красивые матовые оттенки. Кстати, если заметили, я про матовые это пока слова не сказала, потому что они, ну, хорошие, мне понравились. Но вот именно к самой проделанной работе, к компоновке я не понимаю. Я считаю, что здесь для меня, по крайней мере, чисто субъективно, 3 непонятных для меня, ничем не мотивированных оттенка. Вот этот, вот, предположим, вот этот и вот этот. Я считаю, что раз уж ты выпускаешь палетку за $70, ты можешь для нее новый спаркл придумать. Ну, просто, чтобы он, ну, не совпадал с предыдущей палеткой. Ну, это наглость. Для меня это наглость. Я люблю этот спаркл. Это один из моих любимых вообще оттенков за год, наверное. То есть вот, как я купила мини-пастел, я влюбилась в этот оттенок. Мне как бы не помешает наличие второго такого рефила. Я его люблю, но просто уважение к покупателям нет, не слышала, да? То есть, ну, поэтому я как бы свое фи высказала. То есть у меня просто чисто претензии к работе, проделанной над палеткой. Сама палетка классная. По поводу матовых оттенков, тут, получается, есть 2 Cream to Powder оттенка, вот этот и вот этот. Значит, я их оба использовала. Мне понравилось, что вот этот оттенок очень... Мне вообще нравятся, на самом деле, оттенки Cream to Powder от Наташи. Да, многим не нравится, мне нравится. Мне понравилось, что они так очень постепенно, легко наслаиваются, набиваются. И мне понравилось работать вот с этим оттенком в качестве переходного от вот этого и в качестве оттенка, на который можно набить вот этот зеленый и получить очень красивый глубокий цвет. Шикарно, вообще без нареканий. Вот этот мне цвет тоже очень понравился, очень яркий, очень мягко ложится. И действительно, любой другой нанесенный на него затем оттенок, вот этот, предположим, ложится глубже, становится темнее, и получается очень красивый эффект. Вот этот коричневый оттенок очень пигментированный, хотя он на сводче таким не казался. С ним надо быть осторожным, я осторожной не была, поэтому в первом макияже я его бахнула прям тут слишком много, и у него, конечно, такой оливковый подтон. Вообще практически у всех матовых оттенков вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, у всех оливковый подтон. Вот эти 3 рыженьких оттенка и зеленый каму-каму мне понравился. Я не использую под неоновые и пастельные оттенки подложку. Принципиально, может быть. Я просто считаю, что они должны работать сами. Ну, не знаю, мне кажется, что это естественно. Сделала тени, будь добра, пусть они у тебя работают адекватно. И, в принципе, мне устраивало. В первом макияже я его наносила, и все очень хорошо смотрелось. Что касается вот этого макияжа, тени здесь без базы, и у меня такое впечатление, что немножко яркость именно зеленых оттенков, вот этих 2, которые я наносила, она подугасла. То есть вот я сейчас смотрю на себя, и мне хочется немножко подбавить каму-каму вот сюда.
И хотелось бы сделать заключительный вывод по поводу этой палетки. Я посмотрела на нее практически все обзоры, пока она ко мне шла, я уже просто извелась вся. И что я для себя вообще отметила? Каждая девочка, которая делала обзор, практически каждая, если она называла недостатки, каждый раз это были новые недостатки. Это очень интересно. Кто-то говорил, что все макияжи получаются одинаковые. Кто-то говорил, что матовые между собой не сочетаются и дают синяк, и что они инородных оттенков. Кто-то говорил, что вот этот оттенок вообще здесь не к месту. Кто-то говорил, что все шиммеры здесь одинаковые. Понимаете, то есть столько много недочетов, при этом, что самое интересное, для меня ничего из этого не является недочетом. У меня получилось 3 разных макияжа. Мне понравилось, что этот оттенок очень подходит к вот этому оттенку. Мне кажется, что шиммеры отличаются, если вот этот вот не брать в расчет, он вообще беспонтовый, то как бы все хорошо. Но у меня свои недочеты, да, то есть я вам их обозначила. И я просто делаю вывод, я это к чему? Она просто сложная. Эта палетка сложная, в ней сложные оттенки. Над ней надо подумать, над ней надо подумать, как сделать так, чтобы она смотрелась гармонично. И вот из-за этого я думаю, что эту палетку советовать не стоит. То есть это ваша личная ответственность, да? Мне очень нравится. Я взяла ее, потому что увидела, что тут очень блестящие, красивые шиммеры. Здесь матовые, которых у меня нет в коллекции. Поэтому меня палетка абсолютно устраивает. Но взять на себя ответственность, кому-то ее посоветовать, как другие, например, которые появились в моей коллекции в этом году палетки, я не могу. Потому что она непростая, и она не будет самой популярной, уж точно, палеткой у Наташи Деноны. Это специфическая гамма, но красивая, эффектная. Эффектная, странная, сложная гамма. Я бы так сказала. Просто потому что, когда с ней работаешь, надо подумать, что куда нанести, чтобы было красиво. Вот. Так что вот такой у меня получился, наверное, какой-то странненький, сумбурный обзор. Вот. Я обязательно возьму эту палетку в косметичку на следующую неделю. Буду еще делать с ней макияжи, буду вам показывать. Напишите, пожалуйста, девчонки, приобрели ли вы эту палетку? Как вы считаете, вообще понравилась она вам или нет? Какие для вас минусы или плюсы в ней? Что вы вообще думаете? Потому что такой неоднозначный запуск, как выяснилось. Я так им загорелась, так ее ждала, так ей рада, но объективно понимаю, что это вообще не обязательная покупка и вообще не для каждого. Какое-то противоречие, в общем. Вот. Ну все, спасибо большое, девчонки, за просмотр. Всем отличного дня, прекрасного настроения, чудесных макияжей. Всем пока-пока.